Пришло время сделать разбор сериала «Далекий город», который бьет все рекорды по популярности в этом году, а именно актер из этого сериала Озан Акбаба и его персонажа Джихана Албара. Рассмотрим, чем похожи и чем отличаются актер и его персонаж согласно астрологии. Сначала рассмотрим карту Озана. Солнце актера в Близнецах. Он остроумен, любознателен, общителен, быстро адаптируется к разным ситуациям, умеет поддержать разговор, любит узнавать новое, быстро схватывает информацию, способен перевоплощаться и изменять свое поведение в зависимости от ситуации. Оппозиция его Солнца к Нептуну – аспект, который часто встречается у актеров. Озан способен погружаться в образы, растворяться в ролях, создавать иллюзию. Нептун добавляет загадочности, мистической привлекательности. Возможна склонность к идеализации себя, других или жизни, или наоборот, к разочарованию, когда реальность не совпадает с мечтами. Его луна в Козероге, он может казаться холодным или сдержанным в проявлении эмоций. Внутри него скрыта глубокая потребность в стабильности, признании и уважении. Может долго не показывать свои истинные чувства, предпочитая контролировать эмоции. В отношениях он проявляет себя серьезно, ответственно, но не всегда умеет выражать любовь и заботу в привычной мягкой форме. Марс в Весах помогает ему прекрасно чувствовать баланс в отношениях и в работе. Он умеет договариваться, избегать конфликтов, предпочитает решать все через диалог и компромисс. Марс в Весах делает актера притягательным в общении, у него есть врожденное чувство стиля, умение нравиться. Дорожит отношениями, плохо переносит одиночество, может флиртовать просто ради флирта. Он соблазняет красиво, мягко, с изысканностью. Его сила в балансе, в умении очаровывать, не навязываясь при этом. В критических ситуациях он может быть нерешительным, ему сложно сделать выбор, особенно если это может повлиять на гармонию вокруг. Меркурий в Близнецах дает ему быстрый ум и артистичность. Он умеет завораживать словами, играть с интонациями, быть убедительным. Может убедить собеседника в чем угодно, использовать слова как инструмент влияния. Венера Озана в Тельце. Он ценит стабильные, надежные отношения. Для него важны телесные ощущения, физический комфорт и уют. Любит покушать. В любви он проявляет себя как партнер, который заботится о материальном благополучии, умеет окружить заботой, может тянуться к женщинам, которые дают ему чувство безопасности, ценит красоту, чувственность, телесный контакт. Он любит красивые формы и в жизни, и в партнершах. Ему важна стабильность, он не бросается в омут страсти. Исходя из того, что его Луна и Венера находятся в стихии Земли, можно сделать вывод, что этого мужчину привлекают женщины спокойные, неконфликтные, твердо стоящие на ногах. Он не любит женской истеричности и излишнего проявления эмоций и предпочитает ровные, традиционные семейные отношения. Рассмотрим характер персонажа, которого он играет. Итак, Джихан Албора. Солнце Джихана в Раке. Для него семья – смысл жизни. Даже если он с кем-то в конфликте, в глубине души он всегда будет их защищать. Прошлое для него священно. Он носит в себе воспоминания, эмоции, травмы, которые формируют его личность. Он действует ради семьи, а не ради собственной выгоды. Если близкому человеку нужна помощь, он будет рядом, даже если не говорит об этом вслух. Луна показывает эмоциональные реакции, внутренний мир, подсознательные привычки, способы расслабления и адаптации к стрессу. Луна Джихана в Рыбах. Он творческая личность. Хотел бы стать музыкантом, если бы не пришлось становиться главой клана. Обладает очень глубокой эмоциональностью, склонностью уходить в себя, переживать внутри, скрывать чувства от окружающих. Любит одиночество, особенно когда плохо. Ему легче утонуть в своих мыслях, чем поговорить о них. Алкоголь как способ расслабиться, уйти от реальности – классическое поведение Луны в Рыбах. Склонен к меланхолии, мечтательности, уходу в воспоминания. Аспект Луна, оппозиция Сатурн дают ему самодисциплину. Он не плывет по течению, а держит себя в руках. Не любит показывать слабость, но глубоко чувствует все. Кроме того, это классический аспект у людей с жесткими деспотичными матерями. Венера Джихана в Деве. В любви он практичен, надежен, внимателен. Любовь для таких людей – это ответственность, долг, служение партнеру.
Они не влюбляются в первых встречных, а выбирают тщательно, не только сердцем, но и головой. Мужчину с Венерой в Деве часто привлекают женщины-врачи, целители, ветеринары, люди, которые спасают или помогают другим. У Джихана на столе всегда порядок. Он любит, когда каждая вещь на своем месте. Это очень характерно именно для Венеры в Деве. В романтических отношениях он не действует спонтанно, не поддается порывам страсти, а проявляет себя через заботу, внимание к деталям и поддержку. Он не ищет ярких страстей, а скорее стабильного, глубокого союза с умной и надежной женщиной. Джихан – это человек, который не рассуждает, а просто делает то, что считает правильным. Это классический Марс в Овне. Ему характерна решительность, быстрая реакция. Джихан действует быстро, четко, без долгих раздумий, если ситуация требует действий. Он не философствует, он делает. У него отсутствует страх перед опасностью. Он берет ответственность, даже если ситуация рискованная. Это явно огненный боевой Марс. Джихан прямолинеен. Марс в Овне не любит лишних слов, он действует так, как считает нужным, без оглядки на чужие мнения. Джихан не боится идти против правил, если считает, что это правильно. Еще одна его черта – спонтанность. Он не выжидает удобного момента, а бросается в бой, когда защищает тех, кого любит, без страха и сомнений. Подытожим. Оба эти мужчины совершенно разные по своей сути. Если все же сравнивать их, то Джихан глубокий эмоциональный защитник. Глубокая душа живет эмоциями, интуитивно понимает людей. Семья и привязанность для него важнее всего. Спокойный, но решительный. Если нужно, действует сразу, без раздумий. Не любит интриг, не манипулирует, всегда честен в своих намерениях. Слабые места – переживает боль молча, не умеет делиться чувствами, может застревать в прошлом, не всегда умеет отпускать, слишком глубокий для поверхностных отношений. Азан – рациональный стратег, скрытый игрок, очень умный, логичный, быстро адаптируется к обстоятельствам, контролирует эмоции, умеет управлять ситуацией, действует дипломатично, не нападает напрямую, но добивается своего. Чувственный в любви, но не эмоциональный. Он больше ценит стабильность. Слабые места. Может быть холодным, скрытным, долго не пускает людей в свою жизнь, долго принимает решения, иногда избегает риска. Может казаться бесчувственным из-за контроля над эмоциями. Кто из них надежнее в любви? Джихан, если ты хочешь заботу, искренность, преданность, эмоциональную глубину. Азан, если ты хочешь стабильность, стратегию, надежность, но без сильного проявления эмоций. Кто из них лучший лидер? Джихан – лидер, который защитит, возьмет на себя ответственность, будет рядом, несмотря ни на что. Азан – лидер, который управляет через интеллект, стратегически планирует, достигает успеха хитростью. Кто больше рискует? Джихан не боится рисковать собой, если это ради семьи или принципов. Азан не любит ненужного риска, сначала анализирует, а потом действует. Подписывайся, ставь лайк, пиши в комментариях, кого бы ты хотела увидеть в следующем видеоразборе. Пока!